Всем привет, с вами Дэн, и как видите, коробочка ракеты, а у меня на запястье тоже ракеты полярные мои часы. И давайте открывать, у нас сегодня новиночка, да какая новиночка, о, какие знакомые здесь лица у нас на буклетиках. Смотрели мой видос про визит на завод ракеты? Вот обязательно рекомендую пересмотреть. Так, значит. Коробочка, открываем. Это Коперник, это новый Коперник. Можно сказать, легендарные часы, потому что, я думаю, что все, не только знатоки ракеты, но и люди, которые не безразличны к российским часам и к советским часам, к русским часам, они, конечно же, знают, что Коперник был впервые разработан еще в 1965 году, и с тех пор модель стала, я бы сказал, действительно культовой. А Коперник, если вдруг кто не знает, это ученый, который в 16 веке доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Я думаю, всем это понятно, хотя, возможно, кто-то считает по-прежнему. Так вот, ракета Коперник, и смотрите у нас, ой, какая красота. Здесь часовая стрелка такой малое кольцо, минутная стрелка большое кольцо и большущая, крайне необычная секундная стрелка. А циферблат это просто заглядение на самом деле, особенно когда вот под разными углами освещения. Циферблат сделан из авантюрина, полудрагоценный камень, соответственно, такое звездное небо, очень даже насыщенное в случае Коперника. А в центре у нас так немножко со смещением вправо к отметке 3-4 часа уже круг из агата, который обозначает Солнце. И поскольку это опять же камень, и здесь посмотрите такой, паттерн на нем уникальный. И получается у нас все это вместе, вот такое насыщенная у нас получается галактика, звезды, все движется, все сверкает. И большая минутная стрелка, большой круг, у нас в данном случае у отметки 8 часов, это Земля. А малый круг, часовая стрелка, это Юпитер, потому что в ракете подумали, что Земля проходит оборот вокруг Солнца за 1 год, а Юпитер за 12 лет, такое же соотношение между часовой и минутной стрелками, за 1 час вращается, а часовая за 12 часов. Кстати, интересная логика на самом деле, и многие, наверное, подумают, а какая, собственно, разница, но вы подумайте о том, что когда вы будете ваши часы ракеты Коперник кому-то показывать, а безусловно, если у вас на запястье заметить такие часы, то будет о чем поговорить, как раз об этом самом вы можете и рассказать. И это будет интересный такой, знаете, диалог и приглашение поговорить и о часах, и, собственно, об астрономии. Интересно, что, по-моему, первый раз ракета, если я не ошибаюсь, использует браслет миланского плетения. Знатоки, поправьте, если что, мне кажется, не было у ракеты. И это здорово, такой на застежечке. Прозрачная задняя крышка, и здесь можно посмотреть механизм ракета с автоподзаводом, как раз в тон у нас меткам часовым, и, естественно, как всегда, мануфактурный механизм, который делает ракета полностью в Петергофе. Что касается прочих характеристик, давайте сразу, наверное, по ним пройдемся. По механизму здесь калибр 26-15, 24 камня, 40 часов запас хода, 18 тысяч полуколебаний в час. И у нас есть позолота, Невские волны, корпус и браслет из стали, стекло сапфировое, 50 метров водозащиты, то есть руки помыть, под дождь попасть вполне можно. Про полудрагоценные камни я вам уже сказал. И, наверное, немаловажное, это цена. 175 тысяч в бутиках ракеты. И в интернет-магазине я ссылку оставлю в описании. В принципе, я думаю, за последние годы ценообразование ракет уже стало понятным. Я думаю, нет здесь никакого смысла повторяться. Абсолютно каждого рубля стоят часы ракеты, потому что здесь потрясающее качество. Здесь, конечно же, мануфактурный механизм. И в данном случае, конкретно в приложении к этим часам, посмотрите, здесь еще и просто
потрясающий циферблат. И он такой сразу притягивает внимание. Да? Это такой циферблат, он под настроение. Он под какое-то событие, он может быть на вечер, может быть на выходные. А знаете ли, в принципе, может быть и просто вот в офис его с собой взять, такой вот циферблатик на запястье, да, и он будет радовать, особенно сейчас вот уже в такой осенне-зимний, я бы сказал, период. Ну, мы с вами про характеристики еще не успели посмотреть, какой у нас размер по корпусу, потому что, конечно же, момент немаловажный. 39,3 я здесь намерил. Высота будет большая, потому что, посмотрите, какое купольное стекло. Высота 15,7, но без стекла, я думаю, здесь будет гораздо меньше. Опа, да ладно, меньше 10. Нет, короче, где-то 11 с небольшим без стекла. Но стекло просто огроменное. В принципе, под вот этот стиль, под вот эту концепцию, такое стекло, оно будет в самый раз. По браслету 22, так что в случае чего можно будет ставить и ремешочка. Я думаю, что с этими часами много всего захочется попробовать. 45,2 у нас от ушка до ушка. Ну и, как вы понимаете, вполне себе размер такой прям вот максимально удобный, максимально универсальный. Давайте посмотрим. Мое запястье 18,5. Ну и что мы получаем? Да, слушайте, посадочка удобная. Ушки, видите, так немножко вниз загибаются, и корпус очень хорошо лежит на запястье. И вот эта вот выпуклости его, да, по бокам, они прям добавляют ощущение, что он прям ложится на запястье и очень удобно. Классно. Ну и миланский браслет, это как всегда хорошо. Здесь есть звенья достаточно короткие, которые можно поднастроить под себя. Это окей. Плюс в самой застежке есть еще несколько отверстий, да, то есть можно поднастроить. Застежка здесь такая на двойном фиксаторе. Может быть, хотелось бы увидеть что-нибудь более такое моднявое, но браслет мне нравится. Он такой пухлый. Кстати, браслет, посмотрите. 3,4. Браслет большой, мощный, плотный такой, максимально мужской. Но с учетом большого стекла и в целом высокого корпуса хорошо сочетается. Потому что если бы здесь был тонкий браслет, то восприятие было бы совершенно другое. Да, в общем, мне нравится посадка на запястье. Мне нравится на браслете. Но я вам скажу честно, мое личное мнение. Я, конечно, вижу эти часы исключительно на ремешках. Здесь должно быть что-то утонченное, на мой взгляд. Может быть яркое, может быть наоборот приглушенное, если вы хотите подсветить циферблат. Или, знаете, уж по полной, как говорится, идти в оттенки. То есть сделать, опять же, какой-нибудь бомбический цвет, на заказ что-нибудь сделать, какой-нибудь классный ремешок, чтобы это был прям именно ваш, именно под эти часы, и он соответствовал интересно вот этим вот всему такому космическому движению, мириадам вот этим звезд на циферблате. Я думаю, здесь много чего интересного будет. Будет круто поиграть именно с этим моментом. Ну, это мое личное мнение. Возможно, у вас по-другому, да. 156, кстати, не так и много с учетом браслета, с учетом того, что он достаточно плотный. Это мне нравится. Нравится мне и, конечно, геометрия по корпусу, да, вот эти резкие такие переходы на ушках, грани четкие, сатинирование, прям, ой, красотулечка. Ну, я уже привык к тому, что ракета делает красоту по корпусам, и здесь в очередной раз это все подтверждается. И вот такие у нас круги, да, идет слоеный такой галактический корпус, и на каждой вот такой вот ступенечке сверху идет зеркальная полировка, добавляет эффекта, а по боковой части у нас везде идет сатинирование. Круто, со вкусом сделали, и вот этот рубинчик у нас заводной головки уже стал визитной карточкой ракеты. Мне неимоверно этот момент нравится, это, конечно, здорово. Задняя крышка здесь по красоте. Нравится, что ракета все время играет с цветами ротора, это здорово. Иногда даже думаешь, круто вот да, коллекционировать, например, ракету даже только из-за ротора, потому что они всегда разного оттенка. Класс. Так, ладно, я хочу на самом деле чуть более детально посмотреть на циферблат. О да, слушайте, вот это красота. Часовые метки, золотистые, хорошо перекликаются с нашими вот этими круглыми орбитами Земли, да, часовая минутная стрелка, и агат здесь очень круто. И потрясающе переливается, конечно, у нас вот это звездное небо. Логотип ракеты хорошо, кстати, вписан, он
вот такой тоже яркий становится, как будто бы немножко подсвечивается звездами, но при этом не перетягивает на себя внимание. И здесь вот синим тоже сделано в России. Тоже никакой вычурности нет в плане надписей. Все внимание идет на космический циферблат. Круто. И это мне нравится. Ну и здесь, конечно, под задней крышкой у нас кастомный ротор. Жду я, конечно, что они в ракете решат и сделать надписи на задней части, да, где у нас мост по механизму, сделать тоже по-русски, чтобы это было более, как мне кажется, гармонично. Ну и на задней крышке тоже. Ну, в общем, это так, знаете, мечты, я бы сказал. Есть система быстрой замены по браслету, так что самое то тут что-нибудь такое интересное забацать. Да, цифр, конечно, здесь просто прям потрясающе сделан. Что хочу сказать по итогам. Ракета продолжает идти именно своим путем. То есть это всегда какие-то эмоции, это всегда какие-то впечатления. Да, это либо что-то связанное с космосом, что-то связанное с подводным миром, да, с какими-то достижениями. Это каждый раз вот часы, о которых хочется поговорить. Это часто противоположные часы. То есть вот взять, например, те же самые мои полярные и Коперник. Это абсолютно разные часы, абсолютно разные концепции. И ракета никогда, знаете, вот не идет где-то посерединке, чтобы угодить всем. Нет, она идет там, где именно есть конкретный вот запрос на часы именно в такой стилистике. Мне кажется, это здорово, потому что сейчас именно вот в 2024 году, в 2025 и так далее, на мой взгляд, важно именно идти своим путем, делать свои часы и выделяться, потому что слишком много брендов, слишком много однообразного, слишком много скучного. И ценятся именно те компании, которые предлагают свой стиль, свою узнаваемость и свои вот эти концепции, свои дизайнерские ходы. Мне кажется, это здорово. Ракета идет именно в правильном направлении. Опять-таки, да, я, конечно же, по-прежнему, может быть, жду какую-то условно базовую модель этой ракеты, но я, опять же, понимаю их концепцию, и это нельзя не уважать. Что касается конкретно Коперника, абсолютно часы не для всех, но и как любая ракета, это как раз здорово. Абсолютно часы на настроение, для какого-то состояния души, для восприятия себя именно с этими часами, потому что вы вот в неком роде хотите быть ярким, да, или хотите у себя на запястье что-то яркое. Это здорово. В плане качества циферблата, корпуса здесь абсолютно вопросов никаких нет. Возможно, конкретно для меня здесь больше видится ремешок, но поскольку ремешки, браслеты, это все-таки такие, знаете ли, расходники, да, как шины на автомобилях, поэтому каждый по большому счету их выбирает сам. Поэтому здесь я бы даже не сказал, что это для меня какой-то вот как бы нет, да, этим часам. Вообще не так. Ну и в плане цены мы с вами уже прошлись. Поэтому обязательно пишите, как вам эта ракета. Затронула ли она у вас какие-либо эмоции? Если затронула, то она уже выполнила свое предназначение. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.